Обнаженная грудь в искусстве – это далеко не всегда про соблазн. Иногда она означает власть, иногда материнство, иногда становится знаком смерти, политическим намеком или даже частью визуального ребуса, который искусствоведы пытаются разгадать веками. Почему на одной картине сестра касается груди фаворитки короля? Зачем святая несет собственную грудь на блюде? Почему бородатая женщина кормит младенца, а у Магрита грудь вообще исчезает в шкафу? За странными, провокационными и порой почти абсурдными сюжетами скрываются истории о любви, власти, вере, страхе, свободе и человеческих представлениях о теле. Попробуем посмотреть на известные картины иначе и разобраться, что художники на самом деле хотели рассказать зрителю. Добро пожаловать на наш канал. Если вам интересна живопись, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. А если хотите поддержать канал, нажимайте супер спасибо и кнопку хайп. Она помогает продвигать видео и знакомить с искусством еще больше людей. Спасибо, что вы здесь. Есть сюжеты в искусстве, которые современный зритель воспринимает почти автоматически. Если на картине появляется обнаженная женская грудь, кажется, все понятно. Красота, чувственность, эстетика тела. Но история живописи устроена гораздо сложнее. Иногда один этот жест, один открытый фрагмент тела оказывается полноценным рассказом о политике, власти, смерти, материнстве, вере, социальных ролях и даже о природе памяти. И если присмотреться внимательнее, окажется, что за самыми странными и даже комичными образами скрываются сюжеты, достойные романов. Начать можно с одной из самых загадочных картин французского возрождения – полотна, известного как «Габриэль d'Estre с сестрой». На первый взгляд все выглядит почти буднично. Две молодые женщины сидят в ванне, одна спокойно держит кольцо, другая совершенно невозмутимо касается ее груди. Никакого смущения, никакого удивления. Лица героинь настолько спокойны, будто происходящее абсолютно естественно. Но именно эта странная сцена уже несколько столетий не дает покоя историкам искусства. Традиционно считается, что на картине изображена фаворитка французского короля Генриха IV Габриэль d'Estre и ее сестра. В таком случае прикосновение к груди трактуют не как эротический жест, а как символ беременности. Мол, сестра сообщает зрителю важную новость – фаворитка ждет ребенка от короля. Кольцо в руке тогда становится намеком на намерение Генриха сделать невозможное – жениться на своей возлюбленной. На заднем плане фигура женщины будто занята шитьем. Некоторые исследователи считают, что она готовит детское белье. История самой Габриэль при этом выглядит почти как придворный роман с мрачным подтекстом. По одной из версий, еще совсем молодой, ее фактически ввели в систему придворных отношений как выгодную партию. Она считалась необыкновенно красивой женщиной и быстро оказалась в центре внимания аристократии. Позже судьба свела ее с будущим Генрихом IV, и этот союз оказался для короля необычным. У пары родились дети, которых впоследствии признали официально. Говорили даже, что Генрих действительно собирался сделать Габриэль королевой. Но в 1599 году она умерла. Официально – во время беременности. Неофициально появились слухи об отравлении. И тогда возникает другая трактовка картины, что если женщина рядом, вовсе не сестра. Что если это бывшая королева Маргарита де Валуа? Тогда прикосновение превращается уже не в знак жизни, а в предчувствие смерти. А женщина на заднем плане шьет вовсе не пеленки, а саван. Так одно прикосновение превращается в загадку длиной в несколько столетий. У Хусеппе Риберы женская грудь перестает быть просто символом красоты или материнства и становится частью гораздо более сложного разговора о теле, судьбе, человеческом достоинстве и том, как общество смотрит на тех, кто отличается. Магдалена Вентура с мужем и сыном Хусеппе Рибера. На первый взгляд кажется, что художник решил сыграть со зрителем в странную игру. Перед нами семья. Взрослый человек держит младенца и кормит его грудью. Но чем дольше смотришь, тем сильнее появляется ощущение, что привычные представления начинают рассыпаться. У женщины густая борода. У мужчины рядом
почти растерянный взгляд. И именно это первое замешательство зрителя когда-то и было частью эффекта. Картина была написана в 1631 году по заказу вице-короля Неаполя Фернандо Афана де Риберы, человека образованного, богатого и увлеченного модным для эпохи коллекционированием чудес природы. Тогда европейская знать собирала не только произведения искусства, но и все необычное – портреты людей с редкими особенностями внешности, истории о феноменах тела, изображения тех, кого сегодня назвали бы людьми с эндокринными нарушениями или особенностями развития. Магдалена Вентура существовала на самом деле. Согласно надписи на картине, она была родом из Абруццо и большую часть жизни выглядела как обычная женщина. Но примерно после 37 лет у нее начала активно расти борода, настолько заметно, что современники воспринимали ее почти как природное чудо. Для художника подобный заказ легко мог превратиться в очередную кунсткамеру на холсте, эффектную диковинку для развлечения публики. Но произошло другое. Рибера сделал нечто неожиданное. Он отказался изображать Магдалену как объект насмешки. Он пишет ее как монументальную фигуру. Она стоит почти как античная героиня, спокойно, уверенно, с прямой спиной и тяжелым взглядом человека, который слишком многое пережил, чтобы смущаться чужого любопытства. Самое поразительное здесь даже не борода. Самое поразительное — ребенок у груди. Рибера намеренно соединяет в одном образе признаки, которые зритель привык считать несовместимыми. Материнство и внешность ветхозаветного пророка, женственность и мужские черты, силу и уязвимость. И рядом муж. Он стоит чуть в стороне, почти теряясь в композиции. Из-за этого возникает неожиданное ощущение, кто здесь главный герой. Женщина, на которую смотрят как на исключение, или мужчина, который остался рядом, создал с ней семью и проживает эту жизнь вместе с ней. В этом и заключается удивительная глубина картины. Она вдруг перестает быть историей о необычной внешности. Она становится историей о том, как человек остается человеком, независимо от того, насколько он соответствует ожиданиям окружающих. Именно поэтому работа Риберы до сих пор выглядит современной, потому что через 4 столетия она задает зрителю тот же неудобный вопрос. Когда мы видим человека, отличающегося от привычной нормы, мы действительно смотрим на него или только рассматриваем его особенность? 7 деяний милосердия. Караваджо. Если перейти от Риберы к Караваджо, ощущение странности не исчезает, оно становится еще сильнее. Перед зрителем настоящий визуальный хаос. Кто-то несет тело, кто-то пьет, кто-то идет с мечом, кто-то полураздет. И в самом углу молодая женщина кормит грудью старика, который просунул голову через решетку. Для современного взгляда эта сцена кажется почти невозможной для понимания. Но именно здесь скрыта одна из самых известных историй европейского искусства. Сюжет, который позже получил название от целюбия римлянки. По легенде, старик по имени Цимон был осужден и заключен в темницу. Его должны были уморить голодом. Единственным человеком, кому разрешили его навещать, стала дочь. Она не могла приносить еду, и тогда начала тайно кормить отца собственным молоком. Когда стражники обнаружили происходящее, они ожидали увидеть нарушение закона, но увидели поступок такой силы и самоотверженности, что история закончилась помилованием. Сегодня сюжет вызывает неловкость у части зрителей. Но для людей 17 века это была не история о телесности, это была история о милосердии, которая оказывается сильнее правил. Караваджо вообще умел делать именно это. Он брал сцены, которые легко можно было превратить в возвышенный символ, и возвращал им физическую реальность. У него милосердие не выглядит красивым, оно выглядит неудобным, настоящим, человеческим, и потому остается живым спустя века. Богоматерь с младенцем. Жан Фуке. Есть картины, которые кажутся странными только современному зрителю, а есть такие, которые выглядели странно даже для своей эпохи. Правая створка миленского диптиха Жана Фуке – именно такая работа. Перед нами Богоматерь.
Но вместо привычного образа смиренной матери здесь возникает почти тревожное видение. Холодное лицо с идеально гладкой кожей, высокий лоб, фарфоровая белизна тела, младенец с неожиданно серьезным выражением лица и одна обнаженная грудь, показанная настолько демонстративно, что трудно поверить, будто это случайная деталь. Вокруг ангелы насыщенно красного и глубокого синего цвета. Они выглядят не умиротворяющими небесными существами, а почти фантастическими созданиями. Все пространство кажется нереальным, будто это не религиозная сцена, а сон или видение. И в этом странном образе скрывается еще один неожиданный слой. Считается, что моделью для Богоматери стала Агнеса Сорель, официальная фаворитка французского короля Карла VII. Для XV века это решение выглядело почти вызывающим. Агнесса была одной из самых знаменитых женщин своего времени. Ее называли красавицей исключительной внешности, законодательницей моды и женщиной, обладавшей огромным влиянием при дворе. Именно ей приписывают популяризацию платьев с глубокими вырезами и открытой грудью, жест, который тогда воспринимался не как эротика, а как знак статуса и роскоши. Но за этим блеском скрывалась сложная судьба. Она вмешивалась в государственные дела, влияла на решения короля, вызывала зависть и ненависть, а затем внезапно умерла в 28 лет. Позже в ее организме обнаружили следы ртути. До сих пор спорят, было ли это отравление или последствия косметики, в состав которой тогда часто входили опасные вещества. И когда знаешь эту историю, это уже не просто Богоматерь. Это почти превращение женщины из реальной жизни в икону. Смешение святости, красоты, власти и памяти. И грудь здесь становится не символом телесности, а знаком жизни, источником питания, продолжения и одновременно напоминанием о том, насколько хрупкой оказывается человеческая красота. Происхождение Млечного Пути. Питер Пауль Рубенс. Если у Фуке грудь становится символом власти и идеала, то у Рубенса она превращается буквально в космическое явление. На первый взгляд картина кажется почти праздничной. Роскошная женщина сидит среди облаков. Рядом величественный мужчина. Павлины тянут колесницу. На руках ребенок. Но потом замечаешь главное. Струя молока вырывается из груди женщины и уходит прямо в небо. Так появляется Млечный Путь. Рубенс обращается к древнегреческому мифу. По легенде, Зевс хотел сделать своего смертного сына Геракла бессмертным. Для этого младенцу нужно было выпить молока богини Геры. Проблема заключалась в одном. Гера Геракла терпеть не могла. Ребенок был доказательством очередной измены мужа. Тогда Зевс прибегнул к хитрости. Пока Гера спала, он подложил ей младенца. Геракл начал пить так жадно, что богиня проснулась и резко оттолкнула ребенка. Молоко разлилось по небосводу. Так родился Млечный Путь. У Рубенса эта сцена становится почти гимном телесности. Он вообще не боялся тела. Его героини никогда не были бесплотными идеалами. Они тяжелые, живые, сильные. Именно поэтому здесь грудь не объект любования. Это сила, способная буквально создавать миры. Даже случайный жест богини превращается в рождение галактики. Удивительно, но в этой мифологической фантазии скрывается очень человеческая мысль. То, что кажется мелкой случайностью в одной жизни, может оказаться событием космического масштаба. Памяти Мака Сеннета, Рене Магритта. А потом приходит 20 век, и вместе с ним появляется художник, который разрушает привычную логику окончательно. У Магритта грудь больше никого не кормит, не символизирует материнство, не создает звезды. Она исчезает. На картине памяти Мака Сеннета зритель видит почти пустую комнату, шкаф, платье, тишину. И вдруг понимает странную вещь. Форма женской груди существует отдельно от тела, будто кто-то вынул часть человека и оставил только след. Это одновременно смешно и тревожно, как будто предметы помнят человека лучше людей. Искусствоведы часто связывают эту работу с историей матери Магритта. Когда художнику было 14 лет, она покончила с собой.
Он редко говорил об этом, но мотив исчезновения, отсутствия и пустоты потом снова и снова появлялся в его работах. У Магрита вообще удивительная способность буквально создавать миры, делать обычные вещи пугающими. Шляпа, яблоко, окно, шкаф, платье. И вдруг зритель начинает чувствовать тревогу, которую невозможно объяснить. Посвящение Маку Сеннету делает картину еще страннее. Сеннет был мастером немого комического кино, человеком, построившим карьеру на хаосе, нелепости и смехе. И Магрит соединяет этот легкий мир с ощущением утраты. Получается парадоксальная вещь. Картина одновременно смешная и болезненная. Как память, потому что воспоминания редко приходят торжественно. Чаще они возникают неожиданно, в пустой комнате, в старом платье или в ощущении, что кого-то больше нет, хотя все вокруг осталось на своих местах. Святая Агата, Франсиско де Сурбаран. Есть картины, которые современный зритель почти автоматически начинает читать через опыт сегодняшнего дня. Работа Франсиско де Сурбарана «Святая Агата» – одна из них. Перед нами молодая женщина в богатых одеждах. Она спокойна, красива, собрана. И только через несколько секунд взгляд замечает странную деталь. На блюде, которое она держит в руках, лежат ее собственные груди. Для современного человека такой образ легко превращается в метафору. Можно увидеть здесь историю о цене, которую женщина платит за право оставаться собой. Историю о давлении общества, о насилии, о требованиях соответствовать ожиданиям окружающих. Картина действительно кажется удивительно современной. Но реальная история Агаты еще сложнее и одновременно сильнее. Согласно христианскому преданию, Агата жила на Сицилии в III веке в семье богатых и знатных родителей. Она выросла в достатке, но с юности решила посвятить жизнь вере и отказаться от брака. Для нее это был сознательный выбор, не жест отказа от жизни, а путь, который она считала своим. Ее красота была известна многим, и однажды внимание на девушку обратил римский префект Квинтиан. По легенде, он хотел добиться ее расположения, сначала уговорами, затем давлением. Но Агата отказала. Сегодня это звучит просто. Но для женщины того времени подобное решение означало не просто несогласие. Это был отказ человеку, обладавшему властью, положением и возможностью распоряжаться чужими судьбами. Квинтиан не принял отказ. Позже ее преследование было представлено как часть гонений на христиан, но в религиозном конфликте многие исследователи и историки видят еще и очень человеческую историю о власти, самолюбии и невозможности принять чужую волю. Согласно житию, Агату подвергли пыткам. Среди испытаний упоминается и отсечение груди. Именно этот эпизод позже стал ее главным иконографическим символом в искусстве. Но удивительно другое. Сурбаран не показывает сам момент страдания. Он не пишет кровь, не показывает ужас, не делает из героини жертву. Его Агата стоит спокойно и почти торжественно. Она не выглядит сломленной. Она смотрит прямо, будто говорит зрителю: «Самое важное у человека нельзя отнять». В поздних версиях жития появляется еще одна деталь. Во время заключения к Агате явился святой Петр и исцелил ее раны. В некоторых пересказах даже говорится о полном чудесном восстановлении тела. Но сама Агата после этого все равно не отказалась от своего выбора и осталась верна своим убеждениям до конца жизни. А история Квинтиана получила почти средневеково-символический финал. Существовало предание, что позже он погиб нелепой и жестокой смертью, будто бы собственный конь сбросил его и тяжело покалечил. Этот мотив часто воспринимали как знак воздаяния. Сурбаран этот эпизод консифтат за пределами холста. Его интересовало другое, не наказание, не жестокость, а момент, когда человек оказывается перед выбором – уступить страху или сохранить себя. И, возможно, именно поэтому спустя почти 400 лет святая Агата выглядит не как история мученичества, а как история внутренней свободы.
Странно думать, что одна и та же деталь, женская грудь, в истории искусства могла означать настолько разные вещи. У Риберы она превращается в разговор о человеческом достоинстве и способности оставаться собой вопреки чужому взгляду. У Караваджо становится символом милосердия, которое сильнее закона и привычных представлений о допустимом. У Фуке оказывается знаком власти, красоты и памяти о женщине, сумевшей повлиять на целую эпоху. У Рубенса из капли молока рождается целая галактика. У Магрита тело исчезает совсем. Остается только память и ощущение пустоты. А у Сурбарана история превращается в рассказ о праве сказать «нет» и остаться верной себе. Наверное, поэтому искусство так редко бывает буквальным. Один художник показывает тело и говорит о вере. Другой пишет материнство, а рассказывает о власти. Третий изображает отсутствие и заставляет вспомнить о любви. Мы привыкли думать, что картина отвечает на вопросы, но хорошие картины устроены иначе. Они оставляют зрителя наедине с собственными мыслями. И, возможно, именно поэтому спустя сотни лет мы все еще продолжаем всматриваться в эти странные, красивые, иногда неудобные изображения, и каждый раз видим в них уже что-то свое. А какая из этих картин показалась вам самой неожиданной? Та, где символ оказался совсем не тем, чем казался сначала. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир искусства, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. А если вы сами художник, иллюстратор, фотограф или мастер хендмейд, приглашаем вас на alebrio.ru. Публикуйте свои работы, участвуйте в международных конкурсах и выставках, находите свою аудиторию и станьте частью большого творческого сообщества. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. До новых встреч!